В национальном парке Этоша в Намибии жила самка слона, которая в течение нескольких месяцев пользовалась особым вниманием персонала. Причина заключалась в том, что эта слониха, которую ласково называли Майра, была беременна, и у нее был необычно большой живот. С тех пор, как сотрудники заметили в Майре что-то необычное, они внимательно следили за каждым ее шагом. Они установили GPS-навигатор, чтобы можно было легко идентифицировать Майру и искать ее на большой территории. В течение нескольких недель Майра казалась здоровой, но ее живот продолжал расти. Сначала люди подумали, что Майра, возможно, вынашивает слоненка крупнее обычного. Но, набравшись опыта, эксперты всегда чувствовали, что что-то не так. В конце концов, они решили запланировать более частые проверки Майры. По 2 раза в день. Любопытство и беспокойство, смешанные воедино, заставляли людей проводить много времени, наблюдая за будущей матерью-слонихой. Все надеялись, что Майра благополучно родит, хотя никто точно не знал, что произойдет. За месяц до предполагаемого срока родов Майры Джонас, давний сотрудник национального парка, предложил установить GPS-навигатор. Он считал, что ситуация с Майрой была рискованной и требовала постоянного наблюдения. Йонас много лет жил и работал в Этоше и хорошо знал каждое слоновье стадо. Он до сих пор помнит, как впервые увидел Майру, когда она была еще маленькой и всегда следовала за стадом. Затем Майра выросла и стала важной персоной в большом слоновьем стаде. Все сотрудники национального парка любили Майру, потому что она была очень ласковой и готовой к дружелюбному общению. Однако беременность Майры вызвала чувство неуверенности, заставившее всех проявлять больше внимания. Сотрудники начали работать в дневную и ночную смены, по очереди следя за каждым движением Майры. Они надеялись, что если появятся какие-либо признаки опасности, они вовремя вмешаются, чтобы обеспечить здоровье матери-слонихи. В течение этого времени живот Майры продолжал расти, и казалось, что внутри происходит целая таинственная история. По мере приближения предполагаемой даты родов, Майра становилась все менее подвижной и часто отдыхала в тени больших деревьев. Сотрудники национального парка, включая Джонаса, уделяли ей больше внимания. Рядом с местом, где часто бывала Майра, был оборудован наблюдательный пункт. Каждый день все задавались вопросом, как бы выглядела ситуация, если бы что-то случилось. Много раз они слышали, как Майра тихо стонала, как будто ей было очень тяжело из-за своего огромного живота. Джонас даже приготовил специальную аптечку для оказания помощи при родах. «Я сам позабочусь о Майре и помогу ей, если она мне позволит», — решительно пробормотал Йонас. Команда доверяла опыту Йонаса и его любви к животным. Тревога и волнение всех присутствующих, казалось, предвещали, что вот-вот произойдет редкое событие. Но никто не ожидал, что то, что их ожидало, окажется далеко за пределами их первоначальных прогнозов. Однажды утром в отчете патрульной команды говорилось, что Майра в течение 2 часов почти не покидала пустой лужайки. Джонас немедленно позвонил еще нескольким коллегам и подготовил свое оборудование, решив отправиться в Майру. Чувство напряженности росло по мере того, как они ехали по открытой равнине, приближаясь к слонихе. Издалека они заметили слона-самца, который стоял недалеко от Майры и выглядел обеспокоенным. «Это должно быть подруга Майры», — подумал Джонас и приказал себе быть осторожным. Когда они прибыли на место, то обнаружили, что Майра лежит на боку с раздутым животом и тяжело дышит. На лице матери-слонихи было написано выражение усталости и боли. Джонас медленно подошел к ней и тихо заговорил, чтобы успокоить Майру. Каким-то чудом Майра, казалось, узнала его и не выглядела агрессивной или защищающейся. Слониха дернула ушами, как бы давая Джонасу разрешение приблизиться. Почувствовав что-то неладное, Джонас решил быстро ввести Майре препарат, вызывающий схватки. Он тщательно обдумал это.
зная, что любое медицинское вмешательство на слонихе требует точности и срочности. Когда с инъекцией было покончено, Майра застонала громче, показывая, что боль усиливается. Йонас почувствовал, как его сердце забилось быстрее, и нежно погладил толстую кожу Майры, словно желая ее успокоить. Примерно через 30 минут схватки у Майры усилились, и слоненок медленно появился на свет. Это был волшебный момент, который Джонас и его коллеги никогда не забудут. Они были вне себя от радости, когда увидели, что слоненок двигается, дышит и прижимается к матери. Джонас подвел слоненка поближе к матери, надеясь, что Майра скоро сможет кормить грудью. Однако Майра все еще лежала и стонала с болезненным выражением лица, заставляя всех волноваться. У Йонаса возникло ощущение, что в животе Майры по-прежнему что-то странное, и это побудило его немедленно проверить. Он осторожно положил руку на живот Майры, почувствовав схватки, которые не прекращались. В какой-то момент Джонас понял, что Майра, вероятно, беременна двойней, что было почти неслыханным явлением для африканских слонов. Его сердце бешено колотилось, одновременно испуганное и взволнованное, потому что близнецы у слонов действительно были чрезвычайно редким явлением. Джонас немедленно успокоился и похлопал Майру по телу, чтобы подбодрить ее. Майра продолжала стонать, молотя хвостом по земле, словно пытаясь унять ужасную боль. Примерно через 15 минут схватки достигли своего пика, и, наконец, появился второй детеныш. Это был исторический момент для команды Этоша, поскольку они никогда раньше не видели, как мать рожает двойню. Оба теленка зашевелились, пошевелили ножками и издали первые слабые звуки. Майра была измучена, но, казалось, почувствовала некоторое облегчение после рождения второго теленка. Йонас и его коллеги были вне себя от радости, как будто им только что было даровано чудо. Небо было залито слабым утренним солнцем, но радость переполняла всех. Йонас тщательно осмотрел двух телят, высушил их и держал в тепле. К счастью, оба были здоровы, дышали нормально и не проявляли никаких признаков патологии. Майра все еще лежала на боку, но ее дыхание стало более ровным, а веки не были такими тяжелыми, как раньше. Она попыталась приподнять туловище, осторожно прикоснувшись к двум новорожденным, чтобы дать им понять, что их мама здесь. Только тогда слон-самец, стоявший неподалеку, осмелился приблизиться, внимательно наблюдая за происходящим. Джонас отошел на безопасное расстояние, предоставив слоновьей семье возможность позаботиться друг о друге. По-видимому, понимая, что оказал неоценимую помощь, слон-самец осторожно поднял хобот в знак благодарности. Окружающее стадо, до этого прятавшееся за кустами, теперь тоже начало показываться и приближаться. В этот момент все члены стада, казалось, разделяли это редкое и значимое счастье. Майра постепенно восстанавливала силы, пытаясь подняться на четвереньки. Благодаря терпению и помощи слона-самца Майра, наконец, твердо встала на ноги. Два слоненка неуклюже топтались на гигантских ногах своей матери, вызывая умиление у всех, кто их видел. Джонас не мог оторвать глаз от трогательной сцены. Его сердце переполняло гордость за то, что он внес свой вклад в это чудо. Этот опытный человек спас много разных животных, но рождение близнецов слонят было первым. Он наклонился, прижав руку к сердцу, словно в знак благодарности судьбе за то, что она позволила ему стать свидетелем такого чудесного зрелища. Майра слегка помахала хоботом, нежно похлопав двух медвежат по спинам, словно желая подбодрить и подтвердить свою защиту. Слон-самец тоже начал придвигаться ближе, обхватив Майру хоботом, создавая образ теплой слоновьей семьи. Легкий ветерок гулял по лугам, принося сладкий аромат африканской дикой природы.
Казалось, все вокруг было пропитано счастьем, что делало этот момент более запоминающимся, чем что-либо другое. Когда Майре стало достаточно хорошо, Джонас решил отступить и вернуться к машине наблюдения. Он хотел дать слоновьей семье немного свободы, готовясь сообщить радостную новость всему национальному парку. Сидя в машине, Джонас все еще не мог отвести глаз от Майры и двух чудесных слонят. Он отправил сообщение по рации, и его голос был полон эмоций, сообщая об этом беспрецедентном событии – рождении двойни. С другой стороны, его коллеги радостно приветствовали его, потому что все беспокоились, что Майра может быть в опасности, но в конце концов все обошлось. Слоновья семья теперь собралась вместе, они подняли головы и посмотрели на Джонаса, как бы выражая ему молчаливую благодарность. Джонас улыбнулся в ответ, его сердце трепетало, как будто он только что получил бесценный подарок. Затем он завел машину и медленно выехал с заросшего травой поля, оставив мирную картину слонам. В его сердце это воспоминание навсегда останется прекрасным воспоминанием, свидетельствующим о любви людей к природе и их постоянных усилиях. А вдалеке Майра и два ее крошечных слоненка все еще делали свои первые шаги по бескрайним лугам, обещая будущее, полное надежд и чудес. Дорогой друг, спасибо, что нашли время следить за сюжетом. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, чтобы поддержать нас.